В этом видео мы познакомимся с пиксель процессором и Valo процессором. Постараемся понять принцип их работы, научимся работать с переменными pos, это позиция текущего пикселя, разберем, каким образом передается положение точки, познакомимся с переменной size, рассмотрим ноду random, изучим его взаимосвязь с random seed, узнаем, в чем разница нод рандома и global рандома. Будем создавать градиенты с помощью тригонометрических функций. Так, в этом уроке мы рассмотрим пиксель процессор и Valo процессор. Погнали! Значит, чтобы работать с пиксель процессором, нужно просто зайти в редактирование. Можно нажать на правую кнопку мышки и нажать Edit. И у нас откроется окошко редактора этой ноды. Либо справа, вот здесь вот, нажать Edit, будет то же самое. Смотрите, сейчас у нас тут стоит одна нода, float 4. Что она означает? Она означает, что на выходе у нас четырехзначная переменная. Давайте мы зайдем в параметры, создадим переменную четырехзначную float 4. И смотрите, что у нас тут на выбор есть. У нас есть слайдер, transformation и color RGBA. Мы рассмотрим вот этот вариант color RGBI. Мы поставим RGBI и видим все эти четыре переменные. Смотрите, у нас первая переменная от 0 до единички – это красный цвет. Вторая переменная от 0 до единички – это зеленый цвет. Третья переменная – это голубой. И четвертая переменная – это альфа. В данном случае в пиксель процессоре это и есть вот это float 4, в котором красный, зеленый и синий на нуле стоит. Смотрите. Я беру эту переменную, ставлю красный, зеленый и синий на нуле. Вот у нас черный цвет поставился. А альфа у нас на единице. И сейчас у нас получается, что на выходе пиксель процессора черный цвет с альфой единица. Что это означает? Это означает, что на выходе у нас цветное изображение для каждого пикселя. Пиксель-процессор, он делает одну и ту же функцию для каждого пикселя вашей картинки. То есть, если у нас сейчас разрешение 2048 на 2048, то для каждого пикселя, давайте я сейчас возьму шум какой-нибудь. Где у меня клаудсы? Вот они. То для каждого пикселя он будет делать одну и ту же операцию. Сейчас он присваивает каждому пикселю красный цвет 0, зеленый цвет 0, голубой цвет 0. И альфа единица. Если мы сейчас, смотрите, я открою сейчас превью пикселя процессора. Если мы сейчас будем менять значение этой переменной, то есть я беру красный цвет, меняю, у меня получается на выходе красный квадрат. Почему красный квадрат? Потому что каждый пиксель он красит в красный квадрат. Также мы можем менять любые значения, и у нас будет этот цвет выдавать. Это происходит для каждого пикселя. Давайте мы ее удалим. Это формат процессора, когда на выходе у нас цветное изображение должно быть. Есть вариант на выходе черно-белого. То есть сейчас стоит color, но мы можем поставить grayscale. Смотрите, у нас поменялся output. Если мы зайдем в редактирование, то сейчас, если мы поставим float 4, то у нас он не будет корректно работать. Сейчас на выходе у нас будет отрабатывать float 1. Смотрите, я беру float 1. И у меня сейчас
сделаю output нодой. И у меня сейчас черно-белое изображение от черного к белому меняется. То есть каждый пиксель черно-белый меняет положение. Смотрите, сейчас 0,77. Я возьму пипеткой, посмотрю. И видите, у меня вот здесь вот 0,77. 0,77 и 1, раз, два, три, 100-тысячная получается. Да, не 1 миллионная. Это как раз закраска цвета получается. Дальше, если мы создадим переменную какую-нибудь, color, float, и назначим ее вот сюда, в пиксель процессор, сделаем выходной нодой, то мы можем регулировать ее вот здесь вот. Вот он, color. Получается, что у нас на выходе каждый пиксель красится вот в этот цвет. Самое интересное происходит, когда мы можем брать положение пикселя. Взять положение пикселя для каждого пикселя мы можем через getFloat2 в пиксель процессоре. Смотрите, тут у нас появляется size log2 и pos. Size и size log2 мы еще вернемся к этому, но нас интересует переменная pos. Что она дает нам? Она дает положение каждого пикселя. То есть сейчас, давайте я это уберу чуть в сторонку. Сейчас получается у нас экран, точнее наша картинка, 0 у нас вот здесь вот. Единичка вот здесь. Это по оси X. А по оси Y 0 здесь, единичка вот здесь. То есть положение пикселя определяется не от 0 до 2048 сейчас, а от 0 до единицы. Получается, что чтобы пиксель был вот здесь, вот, то у нас нужно, чтобы было значение по оси X 0,5. Теперь, когда мы в каждом пикселе знаем положение этого пикселя, мы можем с этим что-то сделать. Мы можем взять, к примеру, и вывести отсюда только X. Как это делается? Из двойной переменной мы можем вытащить одну переменную через ноду Swizzle. Swizzle float 1. То есть из любой переменной float 2, float 3 или float 4 можно вытащить какую-то одну. Тут не обязательно X, можно выбрать X, Y, Z или W. W это четвертая переменная во float 4. Итак, мы выбрали X, и давайте сейчас мы X сделаем аутпутом. Смотрите, у нас появился градиент. Что сейчас произошло? Давайте разбираться. У нас есть нулевая точка. Вот здесь 0, 0. У нее по оси X 0. Значит, выходное значение у этого пикселя будет 0. Дальше X значения прибавляются до единицы. Допустим, вот здесь вот где-то 0,25. И смотрите, если я пипеткой возьму, да, вот пипетка показывает где-то 0,25, 0,25. Где-то так и есть. Глаз алмаз. И получается, мы цветом показываем расположение пикселя по оси X. Это у нас получается линейный градиент. Смотрите. То есть от 0 до единицы. Почему линейный градиент? Если мы сейчас возьмем cross-section и посмотрим, мы видим ровную линию. То есть вот здесь вот 0,5 и вот здесь единичка. Заходим. Так, давайте мы сделаем превьюху нашего пиксель процессора. Если мы поставим здесь на выход Y, то у нас будет линейный градиент по оси Y. Смотрите, 0 наверху, единица внизу. Так, давайте я это пока уберу. Давайте мы сейчас скопируем. Так, это я удалю пока.
создадим пиксель-процессор на выходе, чтобы был color. И сейчас я возьму и с переменной pos вытащу и x, и y. Теперь я могу их соединить. То есть нам на выходе нужно сделать float 4. Как это сделать? Я могу соединить float 1 во float 2. Float 2 могу соединить во float 3, а потом во float 4. Либо я могу создать дополнительно еще float 2 и уже соединить float 2 этот и float 2 этот. И у меня получается float 4 переменные. И вот ее я уже могу на выход поставить. Смотрите, что у нас вышло. Сейчас у нас по x и по y показывают координаты на нашем квадрате. Здесь по синему цвету у нас 0. По альфе единичку поставим. Ну, давайте по синему 1 поставим. Да? Теперь такой градиент. Ну, оставим 0. Смотрите, получается, что мы цветом задаем текстурные координаты нашей картинки. X это красный цвет, Y это зеленый цвет. Возвращаемся в черно-белый процессор. Помимо определения положения пикселя, мы можем взять значение пикселя, значение цвета в этом пикселе. Вот. Смотрите, мы на вход пиксель процессора можем задать какую-то карту. Вот у нас идет Clouds 1. И сейчас, если мы поставим ноду Sample Gray, то он, получается, с каждого пикселя будет считывать значение вот этой карты. Но не забываем, что у нас значение по x и по y от 0 до единицы. И сейчас, если я сделаю выходную ноду вот эту вот, Sample Gray, то в принципе пиксель-процессор ничего не делает. То есть он берет и пропускает через себя ноду и в каждый пиксель вставляет соответствующий пиксель с этого изображения. То есть с этой ноды. Что нам это дает? Мы можем изменить все пиксели одной картинкой разом. Допустим, мы создадим переменную. Давайте создадим переменную какую-нибудь value. Тип float оставим. Ну и давайте, пусть пока по умолчанию будет так. И сейчас, смотрите, если мы перемножим значение sample gray, допустим, на нашу переменную, мы возьмем getFloat, берем нашу переменную value, делаем выходную ноду вот эту. То есть сейчас получается, что каждый пиксель Clouds будет умножаться на нашу переменную value. По умолчанию она у нас на единичку стоит. То есть, если у нас любое число мы умножаем на единицу, то ничего не происходит. Просто 0,5 умножим на единицу будет 0,5. Но если мы будем уменьшать, то у нас число будет уменьшаться. Мы видим, что сейчас наши Clouds постепенно уходят в черный цвет. Потому что каждый пиксель умножается на 0,5 сейчас. Здесь на единичку. Естественно, можно увеличить, допустим, умножить на 2. То есть еще раз заходим, ребят, смотрим. Смотрите, каждый пиксель у нас умножается на число. То есть у нас это разом происходит. Тут важно понять, что пиксель-процессор не делает одну и ту же функцию
множество раз для каждой картинки. Он делает, грубо говоря, тут получается 2048, умножаем, получается 4 миллиона с лишним мини-процессоров для каждого пикселя. Это и есть пиксель-процессор. И они выполняют одну и ту же операцию. Вот это важно понимать. Дальше переходим на валовый процессор. Пиксель-процессор, мы не закончили с ним. Далеко не все. Просто сейчас мы отвлечемся на валовый процессор. Что такое валовый процессор? Валовый процессор — это тот же самый пиксель-процессор, только для одной точки. Смотрите, я захожу в него. Я, допустим, ставлю float 2.0.0.0. Делаю выходной. И на вход подаю, к примеру, наши клаудзы. Так, выходной я неправильно сделал. Получается, что если пиксель-процессор делал одну и ту же функцию для всех точек, то валовый процессор делает одну функцию для одной точки. Сейчас у нас координаты точки 0,0. Это у нас у клаудзов вот эта вот точечка. Вот здесь вот. Вот он пиксель. То есть для этого пикселя мы будем делать какую-то операцию. Давайте мы возьмем sample gray и вот ее выведем с валой процессора. Мы увидим тут какое-то число. 0,7. Это как раз значение вот этого пикселя. Смотрите, я навожу пипеткой на этот пиксель, и мы видим, что у нас значение этого пикселя 0,7. Как раз вот это наше число. Если я поставлю здесь следующий пиксель, а следующий пиксель какой у нас? Давайте определим. Мы возьмем getFloat2 и уже возьмем переменную size. Вот переменная size. Что она делает? Давайте я сейчас сделаю выводную ноду, выводное значение ее. Мы видим, что валовый процессор показывает значение этой переменной. Size. Это у нас значение нашей картинки, с которой мы работаем. 2048. Если мы поставим 1024, то у нас сразу перекинется на 1024. Если 4096, то вот так. То есть получается size — это переменная нашего экрана, грубо говоря. Итак, количество пикселей мы знаем. Мы знаем, что процессоры пиксели валовые работают от 0 до единицы. Поэтому мы возьмем float1 и разделим это на 2048. Но чтобы разделить на 2048, нужно отсюда ее вытащить. Сейчас у нас тут float2, поэтому мы вытаскиваем с помощью ноды swizzle float1. Можно взять x либо y, тут не важно, потому что и x и y у нас одни и те же числа. Это квадрат. И единицу делим на 2048. Вот это число, вот это ширина одного пикселя для программы. Теперь смотрите. Сейчас, если я по оси x добавляю это число, как это сделать? Можно вытащить отсюда x, прибавить к нему единичку, да, то есть вот это, не единичку, а вот этот пиксель. И уже опять создать float2. Я беру и float2 создаю. Только не так. Придется отсюда еще y вытащить. Swizzle float1. Мы берем y. И с y мы ничего не делаем. Получается, что сейчас я к нулевой координате прибавил 1 пиксель по x.
Давайте, чтобы не путаться, я поставлю здесь X. И сделаем выходную ноду вот эту. Теперь мы берем Clouds, смотрим 0,689. Вот этот пиксель 0,689 показывает. Вот это значение. То есть сейчас мы перешли на этот пиксель. Второй вариант, как это можно было сделать, это создать отсюда float 2 и по y поставить 0. И теперь мы можем сложить float 1 и float 2. При сложении float 1 и float 2 получается, что x складываются и y складываются отдельно. Получается, что сейчас прибавляется по x 1 пиксель. Так, давайте я сейчас отодвину. Покажу, что это 1 пиксель. По x прибавляется 1 пиксель, а по y прибавляется 0. То есть ничего не прибавляется. И сейчас давайте проверим, что у нас показывает валовый процессор. 0,689. Заходим. 0,689. Все сходится. То есть на самом деле более правильно вот так вот писать. То есть складывать float 2 таким образом. Еще валовый процессор можно использовать для какой-то тестировки. К примеру, давайте возьмем какую-нибудь переменную float. Допустим, 22. Сейчас мы вернемся к нашему старому примеру. И возьмем ноду модула. Значит, мы будем одно число делить на другое. И смотрите, с помощью валового процессора мы можем смотреть, что нам выдает вот эта нода модула. То есть сейчас, если 10 мы делим на 22, то модула нам выдает 10. Так, секунду, здесь. Если у нас будет 22, то модула выдаст 0. То есть остаток отделения 0. И дальше остаток отделения, смотрите, увеличивается, да, потому что 24 минус 22 получается 2, 2,23 остается на выходе. Таким образом можно проверять, как работает какая-то функция, которую вы забыли. К примеру, у нас есть какой-то float. Я хочу вывести из него целое число. И я думаю, так, это вот, либо вот это. Смотрите, вот эту ноду мы уже разобрали. Она у нас принимает значение, которое целое у числа. То есть 0,33 целое число 0 получается. 33 отбрасывается. То есть даже если тут будет 0,99, то будет 0. Если у нас 1,99 будет, то будет единица. Если у нас перевалило за единицу, то сразу двойка. То есть это целое число, которое минимальное. Здесь же наоборот. Целое число, которое максимально идет. То есть сейчас показывает тройку, потому что у нас больше двойки уже. Сейчас четверка перескочила. То есть таким образом можно вспоминать, какая нода как работает. Это очень удобно. Валовый процессор помогает в этом плане хорошо. Особенно, когда мы ищем какие-то ошибки, если где-то вылезли, то с помощью валового процессора она находится намного быстрее. Продолжаем изучать пиксель процессор. Заходим. Вот это мы все удаляем. Оставляем переменную положение пикселя. Так, давайте на превью мы оставим наш пиксель процессор, да? И мы даже давайте удалим его. Что я сейчас здесь поставлю?
Я поставлю здесь единичку. Смотрите, я сначала напишу, а потом расскажу, что я сделал. Итак, появилась новая нода рандом. Что она дает? Она дает рандомное значение от входящего, от нуля до входящего значения. То есть сейчас мы входящее значение единичка, значит рандомное значение будет здесь от нуля до единицы. Если у меня входящее значение было бы 100, то у меня рандомное значение выдавалось бы от нуля до 100. Ну, вроде все просто, да? Итак, если мы поставим здесь единичку и здесь рандом, то получается, что на выходе эта нода будет давать рандомное значение от нуля до единицы. И так как это все находится в пиксель-процессоре, то для каждой точки мы будем искать рандомный пиксель от нуля до единицы. Сейчас, если я сделаю это выходной нодой, то у нас получится вот такой вот шум. Смотрите. Это не зависит от клаудзов. То есть на вход мы ничего не обрабатываем. Получается, что каждый пиксель принимает рандомный цвет. В Substance Designer есть такая нода. White, да, по-моему, вот она. White Noise. И если мы зайдем в нее, посмотрим, что у нее внутри, мы видим, что тут пиксель-процессор, да? Давайте зайдем в пиксель-процессор, посмотрим. Мы видим как раз вот эту функцию, которую мы записали. То есть она дает нам рандомное значение от 0 до единицы. То, что мы сейчас и сделали. Наш пиксель-процессор дает то же самое, что и White Noise. Вот одна и та же картинка. Давайте то же самое проделаем с цветным пиксель-процессором. Вот у нас цветной наш пиксель-процессор. Это мы все удаляем. Мы берем float единичку. Делаем рандом 1 для красного, рандом для зеленого и рандом для синего цвета. И создаем float. Так, к сожалению, float 4 сразу нельзя создать из float 1. Поэтому мы сначала делаем float 2. И здесь мы делаем float 2. У нас не хватает четвертого значения, да? Это альфа. Альфу мы оставим единичка. И теперь мы все это закидываем в вектор. У нас получается вот такой цветной шум. То есть каждый пиксель у нас принимает рандомное значение по RGB. Следующий момент, который я хотел рассказать, это... Так, нет, это я удалять не буду. Это то, что рандом, он на самом деле условный рандом. То есть, в принципе, у каждой ноды рандом. Давайте мы возьмем валовый процессор. Возьмем здесь рандом. Единичку. Извиняюсь. И получается, что если мы будем random seed здесь крутить, то у нас одинаковое число будет относительно random seed у разных нод. То есть смотрите, если у нас random seed здесь 0 и здесь 0, то рандом в этих нодах выдает одно и то же число. Смотрите, видите? Если я рандом здесь поставлю 1 и здесь 1, то рандомы будут одинаковые и там, и там. Самое простое, как это фиксится, random seed ставится разный здесь и здесь. Но это не всегда спасает, и как это обойти, мы это обсудим обязательно чуть попозже. Там достаточно хитрый способ. Давайте я сейчас покажу просто для затравочки.
через функцию global random, что она делает? Она делает то же самое, что random, но сюда можно еще вставить seed. То есть сейчас получается, что если я вставлю сюда, допустим, random seed поставлю 1, то у меня рандом будет выходить относительно этого числа другой. То есть сейчас у меня... Так, сейчас давайте посмотрим. Ага, на выходе у нас вот это. То есть сейчас, если у нас integer 1, то 0,2. Если мы поставим здесь integer 2, то рандом поменялся. То есть мы random seed крутим внутри. Но если мы выйдем наверх в ноду, то сейчас base параметр не работает у этой ноды. То есть random seed вот этот не работает. Он работает для остальных нод. А здесь он не работает. Здесь рандом принимается уже от этого числа. И вот это число мы можем задать через input values. Если мы поставим здесь integer, сюда мы будем вводить. Ну, достаточно хитрая схема. И мы его подробно изучим чуть попозже. Просто я боюсь сейчас запутать вас. Поехали дальше. Возьмем и найдем применение косинусу. Возьмем косинус. Возьмем переменную getFloat2. Позиция пикселя. И возьмем, допустим, давайте возьмем x из этой переменной. Сейчас я поторопился, я x включил в косинус. Дело в том, что на вход косинуса подается float переменная, но она в радианах. Получается, что один круг 360 градусов это 2π. Если π у нас 3,14, 15, 92, что-то такое, то это полкруга, а 2π это получается умножаем на 2. Умножить на 2. Это один круг. Что такое косинус? Вспоминаем. Вот у нас есть, к примеру, xy. При x нуле, вот здесь вот у нас y равен единичке. Так, сейчас я тут помечу -1. Как-то вот так вот. Извиняюсь, мышкой не очень удобно рисовать. Так, и получается, что косинус, он у нас идет вот таким образом. Ну и уходит сюда вот так вот. То есть, грубо говоря, x это вот эта вот переменная входящая, а y это будет выходящая по косинусу. То есть это вот косинус x. Дальше. Вот это вот π это минус π. Мы видим, что косинус это цикличная функция, у которой цикл получается длиной 2π. π у нас 3,14. Значит, чтобы косинус сделал полный круг, нужно, чтобы x менялся от минус π до π, ну и либо от 0 до 2π. То есть получается от 0 до 6,28. Поэтому мы просто 2π умножаем на x. Смотрите. Мы умножаем это и подаем в значение косинуса. Теперь
у нас косинус будет выдавать значение от минус единицы до единицы. То есть от минус единицы до единицы. Но так как это пиксель-процессор, и он будет выводить значение от нуля до единицы, то нам нужно все это привести к формату от нуля до единицы. Поэтому что мы делаем? Мы все значения прибавляем, ко всем значениям x прибавляем, прибавляем 1. Получается, что у нас теперь косинус от 0 до 2. А чтобы был косинус от 0 до единицы, мы теперь делим это на 2. Вот таким образом. То есть сейчас на выходе будет относительно x меняться угол от 0 до единицы. То, что нам нужно. Давайте мы это все сделаем на выводную ноду, на выходную ноду. Так, это я удалю пока. Смотрим, что у нас получилось. У нас получился вот такой градиент. Давайте мы cross-section включим. И мы видим, что у нас получается как раз вот этот вот косинус. То есть плавный переход вот здесь вот и плавный переход вот здесь вот. Это нам дает плавный градиент. Причем такого градиента, давайте мы возьмем градиенты, какие у нас есть тут. Градиент линейный 1, градиент линейный 2. Я не помню, по-моему, такого нету. Возьмем cross-section, перекинем на ось Y. Смотрим. Первый линейный градиент. Второй градиент. Второй градиент у нас вот такой, то есть он будет давать нам угол. Третий градиент у нас вот такой. То есть ни один из градиентов не давал нам плавный переход от черного к белому. В принципе, мы могли бы взять ноды курв сделать. Допустим, как-то вот так вот. Что-то похожее, да? И он тоже будет плавный, по идее. То есть, если мы сделаем cross-section, поставим здесь, то мы увидим, что более-менее плавно, да? Но, тем не менее, мы это делали вручную, и как вариант, все-таки здесь будет какой-то резкий переход. И, допустим, на нормалке его может быть видно. Я не уверен. 22, а на курватуры. Сейчас. Нет, все четенько. Так, а если мы побольше поставим? Так, здесь мы видим такой переход, а на нашем давайте то же самое подключим сюда. Так, вот так вот. И здесь тоже мы сделаем для чистоты эксперимента. То есть мы видим, что наш пиксель-процессор, который идет через косинус, намного плавнее градиент делает тот, который мы сделали вручную. То есть вот вручную мы видим, что тут есть резкий переход. Здесь он плавный. То есть такой плавный переход с помощью пиксель-процессора можно сделать спокойно с помощью вот этой вот формулы. Да? Давайте мы покажем, что тут мы косинус проходили. Точно так же можно поставить вместо косинуса синус, да? Только получается, что в нуле, при x нуле будет значение 0 выходить. У косинуса единица. Вот здесь на значках подсказано.
То есть, если я поставлю вот так вот, то у меня сместится график. И сместится градиент, но тем не менее он будет все равно такой же плавный. Если мы сделаем Transform 2D, то у нас все равно он плавно переходить будет. Cross-section. Вот, плавный переход. Это у нас синус.